Ребята, позади меня международный аэропорт города Кишинева. И прямо сейчас я вылетаю в Москву. С вами Артпатруль. И в этом выпуске вы увидите, как я здесь находился 4 дня. Как путешествовал по Молдавии и сделал персональную выставку отличному художнику и прекрасному архитектору Ирине Гречухиной. Также в этом выпуске вы увидите Кишиневскую биеннале современного искусства. Это целый фильм про жизнь Молдавии и про современного художника. На плече у меня вы видите вот этот вот большой пакет крутой. Я его везу с собой в Москву. И в конце видео вы увидите, что это за вещь, и я ее разыграю. Отправляйтесь в это приключение, друзья. А я полетел. Друзья, мы сейчас заходим на международную Кишиневскую биеннале современного искусства. И сейчас нам Саша, фотограф, скульптор, все сразу. Да. В общем, наш человек, творческий, немножко расскажет об этом роскошном здании. Национальное искусство Молдавии. Тут, в общем, обычно презентуют картины наших местных авторов со всех времен и народов. Сейчас здесь биеннале. Вот, вы можете смотреть интернационально. То есть сюда приехали из Японии, из Америки картины, из Турции. Здесь зашибись вообще. Я сам очень доволен тем, что сделали ребята. Тогда пойдемте вовнутрь, друзья. Кишиневская биеннале 2019 начинается. Очень приятная атмосфера. Самое главное, приятные люди. Вот такой вот громкий пресс-волл. 16 мая-23 июня, поэтому, друзья, если будете проезжать через Молдовию... Девушки, а вы уже все? Вы уже сегодня больше не будете играть? Да вы что? Да вы что? Я ж тебе говорил, пацан. Вы очень красиво играли. Спасибо вам огромное. Ну все, слушай, тут, видишь, тут надо момент ловить. Друзья, я познакомился с Дмитрием, одним из самых молодых художников здесь, на Кишиневской биеннале. Меня зовут Мила Куптор. Очень приятно. Меня зовут Юра Амельченко. Очень приятно. Вы сразу выделились, вы такие красотки, я не мог к вам не подойти. Расскажи еще немножко, все-таки, что именно эта картина за собой? Как бы объяснять живопись, в принципе, дело неблагодарное, то есть сам образ, он либо говорит сам за себя, если говорит. Не, может быть, я имею в виду, что может быть это какое-то конкретное место, может быть у этой картины есть какая-то интересная предыстория, да, я об этом. Это конкретное место, эти ступени находятся в регионе Кайзерштайнбрух, недалеко от Вены, на территории старых каменоломен, из которых строилось очень много сооружений в империи Гаусбургов. В принципе, но как бы сама идея работы, она не подразумевает связь с конкретным местом. Doris Dietrich. Nice to meet you, Doris. Can you tell us a little bit about your paint? Может быть, у тебя здесь есть любимый художник, или может быть, тебе понравилась какая-то работа, понимаешь? Да, нам понравилась Мы можем работа прям... японского художника, но она очень отличается от всех остальных. It's like a vision of an alternative reality. You take reality, objective reality as it is, but you defragment it. You show many perspectives, many storylines at the same time. Yeah. So the work is about, this painting is about the Florida Keys. It's a metaphor for, it's two bodies of water, two oceans. Two oceans, wow. That meet. And there's a tiny island, yes, the stretch of islands, and a long street that man built to connect all the islands with Florida. So basically, for me, this is a metaphor for human connection. А движение, чувствую здесь движение. Вот с какого
не смотреть с угла, вот ты чувствуешь движение какое-то, как за тобой идет. Вот у меня такое впечатление. Ой, очень, мне кажется, очень интересно она сделана именно по материалу. Причем я не совсем пойму сразу, что это. Может быть, ты мне подскажешь. Я сначала подумал, что это уголь, но... Я тоже так думала. Знаешь, я знаю, что нельзя трогать. Ну ничего, это было... Тебе можно, это было... Никому не скажем. Значит, я тоже думаю, что это уголь. Как только мы поднялись на второй этаж, я сразу же заметил вот эту вот работу, такой неопоп-арт. Это что-то новое, свежее, что-то похожее на наш российский рынок. Вы представляете Россию или Молдавию? Я представляю Молдавию. Очень Меня приятно. зовут Ирина Гречухина. Очень приятно. Да. Выставляюсь первый раз на биеннале молдавском. Я вас поздравляю. В общем-то, для меня премьера. Фигуративный экспрессионизм какой-то такой, знаешь? Все верно, да. При всем Попал? при этом он достаточно декоративен в своем формате, потому что это акрил, а не масло. Ага. И достаточно интересен, потому что мазками все-таки я продолжаю работать. И, в принципе, вся идея также сохраняется. Мне очень нравятся человеческие эмоции, и мне очень нравится задавать вопросы. Я не привыкла в своих картинах отвечать, потому что считаю, что это крайне неблагодарное дело. Для меня живопись — это тоже тот же продакт-дизайн, то есть, по большому счету, это продолжение меня, просто в разной интерпретации. То, что меня вдохновляет, меня перезагружает, меня относит в центр циклона, но, то есть, по большому счету, это мне позволяет остановить мое время и почувствовать жизнь и, собственно, вот ту божественную любовь или тот поток правильный энергетический, Ты который очень красиво говоришь, заряжает. знаешь? Это правда. И знаешь, взгляд очень пронзительный, я хочу сказать. Расскажи немножко вот про этот образ. Что ты хотела показать этим образом? С древности считается птицей, которая является проводником между верхними силами и человеком. Так говорят древние писания, так говорят языческие устои, скажем, то, что по большому счету до сих пор еще где-то проскальзывает в нас, как в генетическом коде, да? Ну и все вокруг этого гуся. Вот мы вот в Молдавии сутки на данный момент, но я уже понял, что все самое интересное в этом городе, что связано с современным искусством, это тот проект, в котором приняла участие Ирина Гречухина. А вот теперь мы на самом деле пришли в очень интересное место, которое ты спроектировала как архитектор, как дизайнер, да? Да. Как художник, в принципе. И как художник, в принципе, объясню, значит, это наш проект нашего бюро архитектурного. Да. Мы много делаем интерьерных работ, в том числе хорика, то есть все то, что касается общепитов, ресторанов, кафе, разных способов коммуникации с людьми через еду. То есть мы, в свою очередь, открыли порядка 100 вообще ресторанов за наши 11 лет. Я называю это успешная карьера. Дальние точки на карте, например, это Гуанчжоу, ночной клуб в Китае. В общем, это было прекрасно. очень весело. Куклы, я их называю матрешка, матрешка Ми, потому что, по большому счету, матрешка, как известно, пошла с Японии. То есть это японские куклы были для разных игр, в том числе для взрослых женщин. Они были несколько другого размера. Игры для взрослых? Абсолютно верно. Это были такие утешители женских сердец. То есть оттуда, по идее, пошла трансформация. Я после этого по-другому буду относиться к матрешкам. Разные куклы, в том числе и преемственности, то есть русских матрешек стало, то есть исконно, это, в принципе, японская тема. Очень увлекаюсь театральным светом, сценическим, то есть я читаю много литературы и вообще считаю, что свет в интерьере делает больше, чем все остальное, потому что он либо убивает свет, либо раскрывает, он либо подчеркивает, либо абсолютно убивает форму. В данном случае вы можете посмотреть, здесь узкопрофильные светодиоды, маленькие лампочки, друзья, вставленные в каждую секцию. 11 градусов. То есть если убрать куклу, то
луч света не будет залит полностью в коробке. Это как сценический свет. То есть только на героя этой истории. То есть ты мало того, что делаешь дизайн-проект, ты потом это, естественно, все контролируешь. И ты сама подбираешь все материалы. То есть это под ключ. Согласен с тобой. Понимаешь? Да, да. Потому что на самом деле очень смешно, особенно в конце. А нам сейчас принесут. Вот знаешь, роскошное место, вот последнее, что нужно сказать в этом ресторане, очень надеюсь, что нам сейчас принесут очень вкусные роллы. Главное, нам уже принесли апероль, а мы только что вернулись из Венеции. Венецианские апероли — это перфетто. Сейчас мы попробуем апероли кишиневские, друзья. На сегодня мы закончим с этим местом. Друзья, сегодня 17 мая, в Молдавии жара, в Молдове, вот все, за 3 дня я знаю теперь, как правильно говорить. Жара настоящая, мы приехали за город где-то 30 километров от Кишинева, в замок Мими, где завтра будет персональная выставка, откроется Иры Гречухиной, а сегодня мы вам покажем, как мы будем монтировать экспозицию. Вообще вы должны понять, цель этого выпуска, друзья, показать, что вообще происходит в современном искусстве на постсоветском пространстве, в такой стране, как Молдова. Интересно очень. Приехали мы в замок Мими. Сейчас познакомились с площадкой. Вот на этих стенах будут висеть картины Иры, работы Иры. В принципе, пространство неплохое, открытое, окна в пол, что мне нравится, с хорошим освещением. Свет тоже оборудован очень неплохо, но нужно уже смотреть по факту, насколько он будет хорошо светить на работы. Это у нас 1, 2, Так. 3. И вот на стойке еще. Где люди вообще? Они же должны какие-то присесть. Не обязательно. На открытии все ходят. Обычно никто не сидит. Да. Присесть это можно вот во двор выйти, там наверняка есть скамейки. Вот, друзья, вот что приходится преодолевать перед каждой выставкой. Вы когда приходите, знаете, вы наслаждаетесь, пьете винчик, шампанское, у вас все хорошо. А на самом деле это сначала нужно написать, художник должен сделать, а потом должно подключиться еще с десяток человек и создать выставку. Вот тут мы, вот на эту стену мы хотим заклеить ее всю, вот так вот будут наши слоганы «Человек идет за солнцем» на разных языках. То есть вот на этой стене все это и будет. Да, и вот эту штуку тоже отсюда надо убрать. Что с вами? Может поменять местами их? Может поменять местами их, да. Попробуем, Да. мы ничего не потеряем. Ну что? Так хорошо. Кому как больше нравится? Как лучше, так или как было? Нет, так. Такое состояние присутствия людей, которые тянутся к красивому, к искусству, в принципе, которые давлеют к нему, да, то есть поэтому появляются, в принципе, хорошие архитектурные бюро, дизайнерские конторы, художники, скульпторы, ну, которые в массе своей, безусловно, работают только за границу, отправляют свои работы в другие галереи, продают это. В другие, принципе, ты имеешь в виду куда? Зарубежные? Да, конечно. Англия, Америка, Италия, Китай сейчас. Это все очень непросто, ты же понимаешь. Это не Когда просто, нужно но выезжать за пределы своей страны. Это очень непросто. Тебе никто- Но тем не менее ты видишь, что происходит. То есть художники есть, но галереи нет. Почему Мими? Потому Да, что да, я вот, не нашла другого места в вот городе, это очень интересный чтобы вариант. Это место вытерпело большеформатную живопись. А он сейчас выставил. Телефон, наверное, забыл сделать. Друзья, муж Ирины, Юрий, тоже художник. Вообще люди потрясающие, я хочу постоянно. И вот такой вот перформанс устроил муж Ирины, Юрий. Вот. Он вынес, значит, картину Ирины во дворик замка Мими и спрятался за нее. Все. И сейчас я просто... И каждый может поучаствовать в этом перформансе. Я пошел.
Может, И подвигаем? не пали контору, чтобы механизма не было, перформанса понятно. Теперь пускай картина полетит. Подвигаем. Она обладает некоторой парусностью, поэтому возможно полет какие-то не очень приятные места, например. Может быть, в Аргеев. Что, полетели? Юрий, вы любите современное искусство? Да, оно легче. Я держу. Все. А теперь как ритуал. Мы У моего деда, как будто мы какие-то дары преподносим у моего дедушки царю к сердцу. целый подвал этих картин. До сих пор там, мы уж туда уже лет 50 не заходили. Вот он собирал эти картины. И мы их когда с одного места в другое перетягиваем. Фамилия это у меня Тертяк. Да, теперь правильно. Тертяк. Тертяковская галерея. Так налево. Тертяковская галерея. После этого получилось. Юрий, вы откроете в Молдавии Тертяковскую галерею? Не думала ли ты об открытии галереи? Мне очень нравится идея. Это просто диджита, которую нужно найти для этого, энергию, которую нужно, наверное, сконцентрировать. Но вообще я об этом часто думаю, потому что, это очень клево. Это кормит энергетически, понимаешь? То есть мы должны вводить и новое поколение людей, детей, и знакомить со всем этим. Но для этого нужны пространства. Галерея не может быть в таком формате современного искусства, мало что поместится. Полный назад, вы решили полный назад. Ну хорошо, давайте полный назад. Хотя я сказал полный вперед, и вы увидите, как я был прав. Друг друга обескураживают. То есть они, конечно, они убивают друг друга абсолютно. Они друг с другом. Они вообще все между собой, они сильно спорят. Ну, так это хорошо или нет? Ну спорят, так надо так выставить. Потому что Смотри, На разных уровнях. значит, хорошо, если ты говоришь, что так спорят, значит нужно сделать таким образом. чтобы не спорить. Либо объяснить тему их спора, Или чтобы по-разному человек, который повесить. пришел сам с этим, поспорил. Либо повесить так, чтобы они не спорили. Все пропало. Молодец. Еще раз. Юра правильно золотые слова. Они меня Спасибо. ругают. У меня четкое ощущение, что они вместе жить не могут вообще. Даже Кто? какие-то все картины. Все картины Между собой. Спокойно. Это чисто да. Это синдром, это арт-тусовка, это нормально. Такая болезнь художника под названием «все плохо», понимаешь? В какой-то момент художнику кажется, что он вообще нахера он это все делал, и это обычно перед открытием персональной выставки, поверь Но мне. меня уже посещало И такое. это прямо самое напряженное момент Несколько для любого раз. человека. Нервничает, человек, это абсолютно нормально. Вообще не думай, работы отличные. Работа отличная, сейчас мы их отлично уже развесили в композиции, сейчас их надо повесить, когда они будут на стене сидеть, ты сама кайфанешь, вообще будешь в шоке, какая ты гениальная, что ты так сделал. А потом не проблема где-то 2-3 поменять, поэтому вообще не парься. Они отлично гармонируют. Извините, ребята, сейчас пришло время молдавской молитвы. Мы в это время подходим к специальному гралю. У нас в каждом молдавском доме есть такие грали, и мы молимся молдавскому вину. Давай, вперед. Слушай, Юрчик, Да, скажи честно, да. а на выставках художники набиваются? Это вообще... Первый опыт, я не знаю, как себя вести в этой ситуации, чтобы не показаться слишком прилично для этого общества. Нет. Границ нет. Смотри, я тебе скажу, нет, если границ художник, нет. если художник Мне не нравится. напивается на выставке своей, то Так. первое, это плохой художник. Второе, слышали? это плохая Я, выставка. короче, хотелось, чтобы выставка была в формате на одном дыхании, знаешь? Ну, в общем, я думаю, что именно такие люди, как ты, здесь должны по-настоящему двигать. А я чем помогу, тем смогу.
Друзья, 18 мая, вот и наступил тот день. Персональная выставка, сегодня открытие в замке Мими. Ира Гречухина, ради которой мы сюда и прилетели. У нас все готово по полной программе. За нами уже, как всегда, приехали. Вообще очень приятно работать с этими людьми, потому что нас встречают именно так. Ирина уже вовсю наготове. Как видите, она счастлива. Ира сегодня встала в 8 утра. Вы понимаете, 8 утра первая персональная выставка. Первый раз. И вот сегодня 4 часа ты сегодня провела, да? Вот с этими своими. Обычное женское дело, друзья. Ну что, вот сегодня остаются считанные часы, да? 3 часа до открытия. Давай немножко поговорим о выставке, которую ты сделала, которую вчера сделали мы. «Человек идет за солнцем». Откуда такое название? С одной стороны, это дань великолепному фильму, который был снят в Кишиневе. Звукооператором и композитором был Таравердиев. Майя Кристалинская пела Люблю Таравердиева очень. потрясающую песню. Кстати говоря, сегодня она будет тоже в нашей интерпретации, с диджеем, в обработке, но это фантастическая вещь, которая я случайно на нее нарвавшись, поняла, что точно моя выставка должна называться «Человек идет за солнцем», потому что здесь я всегда говорю о многогранности, многослойности, многофункциональности, многоопциональности, много, понимаешь, то есть когда есть наслоение на наслоение, всегда получается очень интересная перспектива, то есть картинка, которая впечатляет. На самом деле нет никакой, в моем понимании, стратегии, кроме того, что мы чувствуем, и то, что нас заставляет волноваться, двигаться, ну, в общем, трепетать, знаешь, как медуза, у которой иногда электрические разряды проходят, знаешь, и так, знаешь, переливаются вот эти чувства, эта энергия. То есть я по большому счету вот про это. То есть вот все мои работы – это всегда об одном и том же. То есть если это меня не цепляет в каком-то формате, что-то не трогает меня, я за это не берусь. Но когда берусь, я как проживаю какой-то период жизни. Я всегда вспоминаю какие-то рассказы, прочтенные автобиографии художников, которые, допустим, прописывают, что каждый раз им в какой-то из картин они влюблялись, например, в персонажа или ту женщину, которую они писали, голландские живописцы, к примеру, Тарковский. Каждый раз, регулярно в каждом фильме он безумно любил кого-то. То есть это помогало, как мне кажется, лучше проникнуть в суть и лучше ее передать. То есть в моем понимании, моей работы, это все-таки фигуративная живопись. Возможно, она неофигуративная, но вот работа с плоскостями, с формами, и с телами, и с лицами, и с позами, и с неоднозначностью пространства. Где-то оно остановлено, а где-то оно в движении, где-то оно собирается, а где-то оно распадается. То есть это мой язык. И как бы не знаю, чего мне больше хочется, понравиться кому-то или понравиться себе. Это макросъемка грибов. Это лесной гриб, который, то есть это внутренние жилы. Ну, собственно говоря, это один из лепестков гриба, то есть который бесстержневой, как такие древесные грибы. Очень часто магия в завершенных работах пропадает. Иногда я начинаю с лиц, иногда прописывать, иногда я начинаю с форм, иногда меня очень сильно притягивает какой-то предмет, и пока я его не напишу, вот как в данном случае этот фрукт, который неясно какого назначения, то есть я подумала, что здесь будет и апельсин, и персик, учитывая, что все-таки это как бы ближе к Молдавии, но в то же время какими-то, игры форм, да, то есть это тень, но она напоминает складку и чуть-чуть как бы отдаленно
Ну, то есть, понимаешь, то есть какие-то истории, которые как бы то ли райский фрукт, то ли. И опять-таки же внимание, то есть здесь, ну, как бы в моем понимании всегда внимание будет перераспределено в зависимости от. Смотри, ну хорошо, у тебя очень интересно идет всегда игра цветов, то есть эта картина, в принципе, каждая делится на половину ЧБ, ну не половина, да, в соотношении, и половину цветной колорит. Да. Что ты этим хочешь показать? То есть есть как бы ближний план яркий, и есть дальний. Я считаю, что... Когда выписывала эту копейку, да, это же великолепно, и это ладно. Потому что человек идет за солнцем, а в этом фильме есть великолепная песня, про которую я говорила. Да. И там есть «У него такие глаза». Будто в каждом по два зрачка, как у самых новых машин. Первое, на что человек на самом деле обращает внимание, не задумываясь, это нормально. Это вот на эту часть холста, на эту часть работы, там, где начало лестницы. Но опять-таки же, отсюда она поднимается или она спускается? Вот она идет вот, вверх вот или идет вниз? Она устала, либо она остановилась? Она может быть в центре циклона? Да, безусловно, она пожившая, да, видевшая, такая как бы мудрая, как мне кажется, но в то же время спокойная. Но не, вот для меня спокойная, а вот послушав рецензию, я... Ты чего? Ты чего? О мой господи. Шериф. Мы вчера ничего не употребляли. Точно. Точно. Смотрите. Цыпленок – это символ перерождения в большей степени и непрерывности жизни. Она в молдавской кушме, то есть такая аутентика, которая связана именно с национальной одеждой Молдавии. Так, секунду, молдавский Кушма. Кушма. Кушма это шапка. Из овчины. Молдавская кушма. Но она с клюшкой для гольфа. И бьет она, а может быть не бьет, а может быть думает не по мячу для гольфа, а по яйцу. Но на ней сидит цыпленок. Ну, собственно говоря, и эмоция, которая говорит о том, ну, ты понимаешь, фиг его знает, а что делать? Так вообще, наверное, самое очень правильное состояние по жизни – это вот что неведомо, что происходит и где и кто все эти люди. Есть бультерьер, одна из любимых моих пород собак. У меня тоже была когда-то собака-бультерьер. Но она не за клеткой, хотя у нее 5 атмосфер укус. Она перед ней. А вообще, в принципе, сетка рабица, вот та вот приснутая, она, видите, как она в принципе разваливается, неясно. Она, ты понимаешь, вот это превратилась в чайку, да? Понимаешь, то есть естественно, по большому счету, я все здесь говорю про то, что, может быть, стоит выйти из комнаты, из маленькой, может быть, даже очень комфортной, но комнаты твоего сознания, и посмотреть на мир, он великолепен. Ну, то есть, а мы очень часто загоняем себя в такие комнаты, там, где много полок, там, где есть все про каждого человека, например, про каждую ситуацию, где расписано в большей степени добро и зло, и понимание того, все про каждого человека есть, это у людей в других комнатах. В твоих работах, знаешь, есть жизнь, в ней чувствуется свежесть. У тебя получается передавать жизнь именно в лице. Это очень ценно для каждого художника. На самом деле это все идет в основном через глаза. Вот если ты обратишь внимание, то, как ты выпишешь глаза, это, знаешь, это то же самое, как говорят, что человек умеет врать. Да, человек может собрать практически любую ситуацию, если он подготовлен, но даже самый подготовленный человек не может соврать глазами. Да. У тебя такие глаза. В этой картине, я тебе точно могу сказать, в этом полотне, что пока я не выписала левую часть в красном цвете, хотя я этого не планировала, я не могла успокоиться. По моему ощущению, такое эмоциональное состояние на грани, которое способствует просветлению даже иногда, я так думаю. То есть она удивлена или она в ужасе?
Она восхищена на грани удивления, или она сейчас просто умрет от сердечного приступа? А может быть, они борются за эту жемчужину мироздания, понимаешь? Которая достаточно абсолютно безликая по своему ощущению. В ней нету ни света, только форма. Заметил? Заметил. Не заметил? Не заметил. А здесь уже пошел просто жесткий сюр. Все достаточно неоднозначно в моем ощущении этого мира. Сегодня не похоже на завтра, а завтра на послезавтра. Все как будто бы каждый раз расформировывается и с утра обратно сформировывается с какими-то новыми вводными, понимаешь? То есть у меня четкое ощущение, что вообще с нами как-то коммуницируют все время через сон, через ощущения, через боль, через страх, через радость, через счастье, через те состояния, которые я испытываю, когда я пишу, потому что такой счастливой я редко бываю. Именно в моем процессе письма, да? Да. И именно когда я не на завершении, а когда я только начинаю это делать. Когда я могу прийти домой и не спать ночь от того, что я все испортила. Мне нужно прийти утром и содрать эту работу, в мусорку ее выкинуть категорически, не переписывать, все, начать заново. А прихожу утром и вижу, что как бы все достаточно неплохо, и вижу направление движения. Мой способ коммуникации на сегодняшний день – вот эта выставка, да? Потому что мне крайне важно. Так и есть. Это выставка, это твой поговорить способ коммуникации. с людьми. Сейчас придут люди, которым ты можешь рассказать. Ты можешь просто показать свою душу, потому что вот это все твоя душа. Художник всегда делает то, что у него в душе. Мне очень нравится, когда есть, когда есть мазки, когда есть вот эти перекрытые мазки. То есть я какое-то время работала маслом, и как бы это великолепный материал, но мой материал на сегодняшний день по степени и возможности коммуникации – это акрил. И здесь ты тоже не дописала? Нет, ты конечно. Тоже оставила. Не знаю, но так как бы это все. Здорово. Ну что, великолепно? У нас все готово. А вон там свадьбу даже сегодня смотреть. Надо их пригласить сразу. Друзья, открытие уже началось, все в самом разгаре, гости съезжаются, и я познакомился со Светланой Олейник, первым учителем Ирины Гречухиной в Техническом университете Молдовы. В Техническом университете Молдовы, где, можно сказать, и вообще и произошло это начало, да, Иры, становления как архитектора. Где Ирочка сделала первые шаги. Она была художницей, и мне нужно было из нее сделать архитектора. Вы считаете, что она изначально была художницей? Да. И рождена она была именно, чтобы писать картины и быть художником? Во-первых, она жила чувствами и воспринимала весь окружающий мир через цвет, через ощущения. Она чувственный человек. А так как архитектор – это художник, но с умом, с головой инженера, безусловно, мне надо было в нее это вложить. Я хочу чуть-чуть что-нибудь сказать. В общем, это был такой колоссальный транс, который дал такой для меня безумный прорыв. То есть то, что я делаю, это для меня безумно честно. Ни одна работа не написана в спешке. Вот. При всем при этом все это выводило меня от того, что одна заканчивалась такая, вторая начиналась и так далее. Все это выводило меня в такое особое состояние, которое я точно поняла, что очень люблю.
Ну что, вот все закончилось. Ты почувствовала это, вот какое было напряжение? Вот ты первый раз испытала, это твоя первая персональная выставка. Почувствовала, как это тяжело вообще, это сделать? Ты знаешь, с одной стороны, я почувствовала, что это действительно очень тяжело, но для меня было как минимум совмещать все это. Но я еще почувствовала, что, оказывается, я теперь уже на игле. Понимаешь, о чем я говорю? Вот, друзья, вы были свидетелями. Этим уникален вообще этот выпуск. Вы понимаете? Вчера у Ирины Гречухиной произошло событие для каждого художника. Наверное, самое важное событие. Это первая персональная выставка. Это заявление о себе. И вот сейчас ты так вот это вот все вот, как будто на игле. Это действительно очень волнительно. Хочется еще и еще, да? Хочется сказать, ребят, это только начало вообще. Чего-то более грандиозного, по моему ощущению. Ну, то есть еще раз, вот ты подумай, вообще готова ли ты нырять в этот мир с головой? Потому что вот просто вспомни, сколько ты приложил усилий, во-первых, чтобы написать эти работы, а во-вторых, чтобы сделать эту выставку. Вплоть до наклеек, которые мы, вплоть до тросов, которые у нас обрывались. Что нет, не и готова. так постоянно. Нет, не готова. Но пойду ли, пойду. А знаешь, это все начинается в формате все равно. Если бы я, конечно, знала, сколько усилий будет вложено в нее в начале пути, может быть, возможно, я могла бы очкануть, что ли, понимаешь? Свернуть. Ну да, тоже верно. А так как я подумала, что прям-таки, 8 работ, что не справлюсь. Вот сейчас, после того, как прошла твоя выставка, ты стал успешным архитектором уже и начинаешь становиться художником. Все-таки вот, может быть, это глупый вопрос, но я не могу тебе его не задать. Может быть, это банальный вопрос. Ты чувствуешь все-таки, к чему у тебя больше вот трепещет? Конечно, или одинаково? Конечно, к живописи. К живописи. Конечно, к живописи. А по-другому не может быть. Здесь очень простая математика. В архитектуре и в дизайне абсолютно вообще не про творчество история. Творчества там достаточно мало. Если там сохраняется 20% из творческой части составляющей, это очень хорошо, больше не нужно для проекта, а все остальное это работа, компромиссы, но это тоже творчество. Изменение проекта, безусловно, но это творчество менеджмента, Ну понимаешь? да. А вот живопись это 100% творчество, понимаешь? Пойдем кушать. Слушай, это вообще тема. Друзья, мы приехали в Оша, это, наверное, один из самых ведущих ресторанов Кишинева. Ира тоже сделает ресторан. И, конечно же, этот выпуск не может обойтись без самой приятной части. Это без подарка, который Ира сделает для вас. Это традиция в моих выпусках, вы прекрасно об этом знаете. Ир, что будем дарить зрителям? Я хочу подарить яблоко. Собственно, мне Ребят, кажется, такого что подарка у меня еще не было в выпусках. в Молдавии очень много яблочных садов. И вообще яблоки одни из самых вкусных, действительно, когда... И, то есть это действительно... Да, молдавские яблоки. Это как бы наша тема. То есть, и это такая дизайнерская интерпретация как бы яблока. И, собственно, мне кажется, что, видите, оно даже по-разному надкусано. То есть мы... Да, мы выбрали... Мы подумали о том, что они должны... То, быть которое уже такие надкусано вот. прилично. Ага, да. Я выбрала надкусано приличное яблоко. В общем, я думаю, что ребятам понравится, тому, кто Да. выберет. Один из вас заберет это яблоко себе. Что зритель должен сделать? Я думаю, что у нас было две идеи. Да. Вот первая идея, которая нам очень нравится, Ира написала 9 полотен, и сейчас готовится 10-е. Вы можете в комментариях написать идею, вы видели Ирины работы, напишите идею для следующей работы Иры, какой-то сценарий, или вот на фоне, как вы видели, она фигуры делает, что-то интересное, какую-то идею. Сюжет. И самый интересный сюжет мы выберем. Либо вторая идея, написать самый интересный комментарий по поводу всего увиденного
по поводу нашего выпуска. То есть Мы вообще... не говорим про полярность комментария, то есть нам не принципиально знать, плюс это или минус. Нам очень интересно. Это может быть минус, это может... человеческая реакция. Да, человеческая реакция. Что человек об этом думает. Вы можете что-то написать вообще в целом о выпуске, о Молдавии, о замке Мимиа, о работах Иры. То есть не обязательно про сюжет 10-й картины. И вот что-то одно мы выберем, то, что нас больше всего зацепит, да? Согласна. И вручим это прекрасное яблоко, которое мы уже надкусили с тобой. Да. Нет, вот только пойдем надкусим. Спасибо тебе за это невероятное приключение. Спасибо большое, что вы приехали. Это было незабываемо. Это было незабываемо, действительно. Спасибо, дорогой. У тебя такие глаза, будто в каждом по два зрачка, как у самых новых машин. По ночам и шоссе в шоссе пролетают машины шумя.